Жена с дочкой еще спали. Я аккуратно закрыл за собой дверь и торопливо спустился по лестнице. Опаздывать было нельзя, ведь я теперь директор собственной фирмы. Должен соответствовать. Выйдя во двор, я уже собирался сесть в машину, но в этот момент заметил соседского мальчика, который с самого утра уже был во дворе. «Иди отсюда, убирайся!» — кричал он на маленького лохматого щенка, который, положив возле его ног палочку, смотрел своими большими влажными глазами, наполненными любовью к этому маленькому человеку. «Отстань!» — сказал. Снова грозно закричал Гришка, замахнувшись на надоедливого щенка. Тот отскочил в сторону, все так же с надеждой, глядя на мальчика. «Ты чего на него так грозно ругаешься?» — спросил я, позабыв о своей машине и направившись к нему. «Смотри, как он тебя любит, а ты...» Я присел на лавочку рядом с Гришкой. «А чего он?» «Надув губы», — ответил мальчик. «Не нужен он мне. Дворняжка несчастная. Мне родители на день рождения породистого купят, не то что этот». Щенок, как будто поняв, что человек им недоволен, заворчал и лег, вытянув лапы вперед и положив на них свою мордочку. «Породистого, говоришь?» Я горько ухмыльнулся, вспомнив себя в детстве. «Породистый — это хорошо. Да только уверен ли ты, что он тебя так же любить будет? Смотри, вон дождик на него капает, а он лежит и ждет, когда ты на него сердиться перестанешь». Мальчишка нахмурился, не находя что ответить, а потом, немного подумав, добавил. «Пацаны говорят, что он беспородный, с такими только неудачники ходят. Знаешь, а ведь я в детстве так же, как ты, думал». По расширенным от удивления глазам я понял, что мой ответ Гришку заинтересовал. «Мы тогда в деревне жили. Знаешь, там много всякой живности. И вот однажды ко мне такой же щенок прибился. Выбрал меня хозяином, вот прям как он тебя сейчас». Кивком головы я указал на щенка, лежащего под мелким дождиком и послушно ожидающего своей участи. «И знаешь что?» «Что?» — нетерпеливо спросил Гришка. «А я его предал». «Как?» Лицо мальчишки вытянулось от удивления. «А вот так. До сих пор себе этого простить не могу», — признался я мальчику. «Как сейчас помню, мы с ним целыми днями напролет играли. И умный он такой был, все команды осваивал. Мальчишки мне даже завидовали одно время, но потом вот». «Ну что?» — подгонял меня Гришка своими вопросами, усевшись рядом на лавочку. «А потом одному мальчишке из нашей компании породистого щенка купили. У него даже и паспорт свой был, представляешь?» Гришка, глядя прямо мне в лицо, соглашаясь, кивнул головой. Так вот, все сразу за ним бегать стали, нахваливать, завидовать, а на моего щенка больше никто и внимания не обращал, какие бы он команды ни выполнял. И даже посмеиваться начали. «Дворняжка», — говорили. «Беспородный, как ты выразился». Я улыбнулся, взглянув на Гришку. Он уже ничего не возражал и не спрашивал, а молча слушал мой рассказ и думал о чем-то своем. И вот однажды собрались мы всей компанией на поляне за деревней. Играли, бегали, дурачились, как обычно. И тут Димка со своим породистым щенком пришел. Все опять его начали наглаживать и восхищаться, какой он красивый, умный, дорогой. Обидно мне стало, что все внимание ему. Вот я и сказал пацанам: «Смотрите, а мой новые команды выучил». А те давай смеяться, говорить, что моя дворняжка может только тявкать и блох разводить. А тут еще Лёшка взял засохшую коровью лепешку и вместо палочки кинул моему Рексу, а тот и рад. Подумал, что снова с ним поиграть захотели. Подпрыгнул и поймал, будто палку ему кинули. Да так старался, что проглотил кусочек. Как начали пацаны смеяться над ним. «Фу», говорят, «да у тебя щенок коровьими лепешками питается, значит, и ты такой же». Подтрунивать надо мной начали. Обидно мне до слез стало. Разозлился я и кричу: «Да пошли вы!» И домой зашагал, а Рекс мой за мной побежал, не поняв, что происходит. «И ты, говорю, иди отсюда, не нужен мне такой пес, дворняжка несчастная». И, развернувшись, чтобы отогнать его от себя, со всего маха пнул его. Рекс аж подлетел, перевернулся в воздухе и на бок упал. А пацаны вновь смеяться начали,
пальцами на нас показывая. А я до сих пор глаза этого щенка помню, как он смотрел на меня. Клянусь, он плакал тогда, но не от боли, а от понимания, что он больше мне не нужен. Глаза его были грустные, большие и влажные. Вот, совсем как у твоего сейчас. Гришка посмотрел на меня, поджав губы. И что дальше было? А дальше всю ночь буря бушевала. Дождь лил, а ветер ветки ломал. А мой маленький Рекс неизвестно где находился в такую погоду. Я всю ночь тогда не спал, проклинал себя за то, что прогнал беспомощного щенка. А ведь он меня так любил. Пацанов ругал за то, что смеялись и дразнили. А потом, как только рассвело, я быстренько штаны натянул и, пока родители не видят, побежал на улицу искать друга своего, беспородного. И что? Нашел? С надеждой спросил Гришка. Нашел. Да только поздно уже было. Когда я пришел на нашу поляну, он так там и лежал, прямо в луже, и не дышал совсем. Почему не дышал? Всхлипывая, спросил Гришка. Он умер. Умер, подтвердил я, взглянув на Гришку, не обращая внимания на его слезы. Я его гладил тогда, просил прощения. Гладил и рыдал над ним. Да только он мне уже ничего не ответил. Не лизнул меня в нос, как он это обычно делал, не вилял своим хвостиком и не заглядывал в глаза. И знаешь что? Что? Вытирая слезы, переспросил Гришка. Мне кажется, что он не от ветра или дождя умер, а от того, что я его предал. На этих словах я и сам почувствовал, как тяжелый комок подкатил к горлу. Забавно, подумал я. 40-летний мужик, глава фирмы, весь из себя такой важный, разрыдается сейчас на лавочке из-за детских воспоминаний. Выдавив из себя улыбку, я потрепал Гришку по волосам. Так что, брат, не повторяй моих ошибок. Друзей ведь не из-за породы выбирают, а по зову сердца. Мальчишка соскочил с лавочки и, схватив щенка на руки, прижал к груди. «Я его никогда не предам», — решительно заявил он, все еще с мокрыми от слез глазами. «Он моим лучшим другом будет», — сообщил он и отправился в свой подъезд. А я улыбнулся. «Хороший пацан», — подумал я. Не зря я на него время потратил. Взглянул на часы. Уже почти 9. Опоздал. Хороший же я пример подаю своим сотрудникам. Но ничего, это того стоило. Ведь есть в нашей жизни вещи куда важнее карьеры и бизнеса. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.